Так, всем привет. Это очередной выпуск новостей в стиле Баухаус. Значит, первая новость, как и написано в названии, это домино. История такая. Мы, значит, с Лерой периодически путешествуем, и однажды я придумал, почему бы не из поездки не привозить какой-нибудь предмет интерьера и подписывать его, какой-нибудь мелкий. Мелкий, недорогой и удобный для перевозки. Значит, в одном городе мы когда были, мы стали искать, где это можно найти. И проходя мимо одного очень крутого интерьерного салона, я решил зайти, чтобы посмотреть, что там продается. У меня есть ролик уже про то, что я вообще, почему я люблю предметы интерьера, почему мне это так важно. Он появится вот здесь или вот здесь, и вообще может не появиться, если я не научусь их вставлять. Я это ни разу еще не пробовал. Но видел, многие так делают. Так раз, может он вот тут внизу появится, не знаю. Так вот, мы выходили по этому салону, он был очень крутой, очень дорогой, интерьерный, с мебелью какой-то там итальянской, и вообще из разных стран. Короче, мы там, единственное, что нашли по цене подходящее, это как раз было домино. Вот оно лежит у меня здесь на столе. Оно, да, действительно было относительно недорогим по сравнению с другими вещами. Вот. И мы долго думали, мы даже ушли из магазина, потом вернулись, потому что не понимали, нужно ли нам покупать это или нет. В итоге мы его купили, оно оказалось охрененно крутым. Это не просто домино, это домино, интерьерное домино, то есть, как это сказать, дизайнерское домино. У него, видите, такая замечательная коробочка, которая уже в интерьере может неплохо смотреться. И у него деревянные фишки. Вот, деревянные фишки. Это офигеть как круто, приятно тактильно, вот. И это даже в интерьере можно где-то разложить. Но прикол в том, что мы купили и потом долгое время во всех там барах, кафе играли и вдвоем. Потом приехали когда домой, играли с друзьями, тоже брали с собой. Вот, и примечательно то, что есть, оказывается, много разновидностей игры. Вот в России принято играть, игра называется в козла, козел называется игра. Она оказалась супер простая и примитивная, даже потом нам стало скучно. Как мы все в детстве, может быть, все помнят, играли, вот можно одну к другой ставить. Оказывается, есть куча разновидностей, в том числе там китайские различные варианты. И мы даже до них еще не дошли, вот, потому что там надо вникнуть еще. Но игр полно. Короче, офигенно крутой вариант. И как в интерьер, и как куда угодно, и как взять с собой. Но главное, что это как раз была тот самый предмет интерьера, взятый из какой-то поездки очередной. Где мы были, я уже не помню. Так, следующая новость. Следующая новость. Давайте проговорим немножко про татуировки. Вот. Я на самом деле их не люблю, у меня их нету. Вот. Но у моей жены, у Леры, их очень много. Вот. И она при этом при всем еще и тату-мастер. Так, вот я тебя и поймал. Так, Два вопроса для моего канала. да, господи. У меня микрофон здесь. Ты действительно тату-мастер? Ну, да, вроде, да. Так, и ты занимаешься в каком стиле? Микрореализм и реализм. Реализм, микрореализм. Отлично. Покажи, у тебя есть татуировки, может быть? Вообще есть. Покажи свою самую любимую. Нет? Все, Вот. понятно. Вот, я на самом деле это очень просто объясняю. Вот, типа, представьте, Mercedes S-класса из салона, последний кузов. Можете представить там Ferrari или еще какую-то машину. Вот представьте, на этих кузовах будут наклеены какие-то наклейки. И, конечно, это будет смотреться не совсем, слово не могу подобрать,
Короче, это не очень эстетично будет выглядеть. Вы можете там прийти в салон, посмотреть на улице где-нибудь там, когда поедет какая-нибудь действительно крутая, дорогая машина с действительно продуманным дизайнерами кузовом, да, вот премиум класса. И там наклейка абсолютно не смотрится. Поэтому вот такое сравнение для себя придумал. Кто-то может возразить, я сам себе просто возразил недавно, типа, а есть же вот болиды Формулы-1, они все исклеены как раз такими наклейками. Вот, ну, грубо говоря, там, может, не наклейки, но факт в том, что они все изрисованы. Да, но эти машины не выезжают за пределы трассы, то есть они никогда не пролетят мимо озера на природе, по трассе по какой-нибудь живописной, никогда не проедут медленно в центре какого-нибудь старого города. Поэтому тут все-таки не совсем это жизнь, да, не совсем то сравнение. Поэтому да, тело все-таки оно, как я вот считаю, оно уже дано идеальным, любое, неважно, да, и как-то наклеивать на него что-то, ну, не мое. Вот. Хотя, если говорить в целом о татуировке, то единственное, что мне хоть как-то интересно, это микрореализм. Вот как раз Лера тоже занимается в этом стиле. Или, может быть, я его как бы понял, потому что она в нем занимается. Я про него много наслышан. Короче, смысл в том, что это маленькая картинка суперреалистичного качества, плюс-минус, да, и она, ну, как бы плюс ее в том, что она не занимает много места, она может быть детализированная, то есть есть что показать друзьям, там, знакомым. И самое главное то, что в принципе это действительно смотрится эстетично. Как раз вот Лера занимается именно этой вот ее все работы, которые я показываю сейчас на экране. Вот. Это прям вот реально все она сделала, и иногда кажется, что это слишком круто, и это действительно, ну, стоит. Для тех, кто хочет, почему бы и не сделать татуировку в стиле микрореализм. Дальше идем к третьей новости. Значит, если вдруг кто-то любит испанский язык, или если вдруг кто-то просто любит красивую музыку и красивые песни, и никогда, о чудо, никогда не слышал про песню, которая называется «Медитерранио», которую поет Хуан Мануэль Серат. Это песня 1971 года. Если вдруг случайно про нее не знаете, найдите ее. Я не могу ее вставлять, естественно, в ролик. Ну, вот будет картинка с ней, как она называется и выглядит. В описании тоже ее добавлю. Короче, когда я ее услышал, я каким-то чудом ее никогда раньше про нее ничего не знал. Когда я ее увидел и услышал, я послушал и охренел. Она настолько проникновенная, настолько красивая, настолько там красиво звучит даже язык, звучит мелодия. Короче, это восхитительная песня. Я долго ее пытался научиться на гитаре даже играть, потом бросил, потому что, ну, тупо не усидел, как бы надо было. И там мелодия довольно сложная, то есть там ритм один, а поем мы немножко в другом ритме, ну, как я это себе объясняю. И получается, что довольно сложно одновременно петь, да еще и на испанском, да еще и как бы этот ритм держать. Вот. Довольно непростые, кстати, там, хотел сказать, ну, это аккорды. Вот. Короче, сложно оказалось, я немножко забросил это дело. Но вот кто не знает, вы кайфанете. 71 год, между прочим. Так, и еще один очень интересный момент. Значит, у нас есть пасты разные. Я однажды листал рилсы или сторисы, я уж не знаю, что это там было. Короче, наткнулся на такую новость о том, что пасты бывают разные, с синим, зеленым и красным квадратиком. Вот. Я ее пролистал, не поверил, ну и как бы это из разряда, знаете, для меня было типа из разряда плоской земли. Вот, поэтому, ну там просто сторис потом шли про плоскую землю, что-то еще. Короче, в итоге мы всегда чистили зубы вот, ну, в последнее время вот этой пастой с красным. А это оказалось, ну, как по тому сторису, если судить, это типа химический состав, там чисто одна химия для обработки зубов. Вот. Лера недавно чисто случайно купила вот эту пасту, она оказалась
синяя, то есть та красная, а это синяя, понимаете, да? Синяя, я не помню, это типа какой-то профилактический, что ли, состав, ну, то есть меньше химии, что ли, хрен его знает. И я недавно совершенно чудом нашел на основанную на травах зеленом, прикиньте, это просто какой-то, это действительно, неужели в рилсе правду говорят? Короче, здесь какой-то натуральный состав, ну он не полностью натуральный, какой-то процент большой натурального состава. Короче, и прям приятнее им чистить, ей зубной пастой, приятнее чистить, потому что какой-то, знаете, ну более такой жидкий, что ли, состав приятный какой-то. Вот. Что там за травы, я не знаю, тут нарисованы какие-то страшные вещи. Ну, короче, для здоровья, я уверен, прям вот пойдет.